Из всех событий, описанных в Библии, одна шокирует нас и сегодня – разрушение Содома. Привет! Вы не поверите, где мы находимся. Впрочем, о чем это я? Название фильма вы же прочитали. На самом деле мы находимся в абсолютно аномальной зоне, и подобного нет нигде. Ученые идентифицируют эту область как то место, где были проклятые Богом библейские города, в том числе Содом и Гоморра, которые располагались в живописной плодородной долине. Вы знаете, это описано в книге «Бытие» как Эдемский сад, где поселяется племянник Авраама Лот, а поселяется он в городе Содом. Вероятно, не зная, какие чудовищные вещи там творились, иначе он обошел бы то место стороной. Но Лот там поселился, родил 2 дочерей и даже собирался выдать их замуж. Кстати, жизнь в Содоме на этих дочерей все-таки отложила отпечаток, поскольку впоследствии они имели сексуальный опыт со своим отцом, Лотом, от которого и зачали сыновей. Но я не об этом. Авраам узнает, что Бог хочет уничтожить Содом и Гоморру за их грехи. Но там живет его праведный племянник Лот. И Авраам начинает торговаться с Богом. Сколько должно быть в Содоме праведников, чтобы Бог не уничтожал город? Авраам опустил планку с 50 до 10 праведников. И Бог обещает не уничтожать Содом, если там найдутся хотя бы 10 праведников. И он отправляет в Содом 2 ангелов. Ангелы приходят в Содом, в дом Лота, который гостеприимно встречает их. Тем временем жители Содома узнают, что к Лоту пришли гости и идут к его дому с требованием выдать им этих гостей с целью познать их. Вот только представьте себе вот эту обезумевшую толпу. Лот тщетно пытается отговорить их от развратных действий. И ангелы ослепляют содомян и выводят из города Лота его жену и 2 дочерей, говоря им бежать и не оборачиваться. А тем временем Бог уничтожает все греховные города долины серой и огнем. Вы знаете, до сих пор идут споры, где же находились эти греховные города. И вот это место соответствует описанию. Пойдемте. Смотрите, это необычная порода. Это сульфат кальция. Образуется сульфат кальция при нагревании известняка и серы до высоких температур. Мы знаем, что раньше строили из известняка. То есть легко представить себе, что это были строения, которые были сожжены серой и огнем. Мы находимся в аномальной зоне. Прежде всего, она ограничена по площади, а во-вторых, она очень сильно отличается от окружающего ландшафта.
Вот видите те горы, они совсем другие и по цвету, и по структуре. А то, что мы видим здесь, это сульфат кальция. А сульфат кальция, как известно, образуется при нагревании известняка. Таким образом, вся эта территория содержит следы произошедшей здесь когда-то катастрофы. Жена Лота ослушалась наказа и обернулась. И тут же превратилась в соляной столб. Мы едем к соляному столпу, именуемому женой Лота, который расположен всего в нескольких километрах от этого места. Вот, смотри, видишь это? Да, это жена Лота. Жена Лота ослушалась наказа не оборачиваться, и за это она была наказана. Так почему же она обернулась? Родной город Содом, где она прожила много лет, оставлял огромное сожаление. И она обернулась бросить последний взгляд на дорогое ей место. Но так ли важны материальные блага по сравнению со спасением души? По легенде, Лот со своими 2 дочерьми укрывался вот в этой пещере. Вход сюда, конечно, запрещен, но мы только одним глазком. Вообще в районе горы Сдом огромное количество соляных пещер. Это одна из них. Из-за опасности обвалов вход в нее запрещен. Ну, похоже, вход все-таки завалило. Хотя, знаете, нет. Эти соляные пещеры так сделаны природой, что здесь нужно не просто ходить, гулять, здесь нужно просто лазить и лезть в такие вот узкие проходы. Ну, как вы сами понимаете, мы туда не пойдем. Раз запрещено, значит запрещено. Не будем искушать судьбу. Друзья, если вам понравилось это видео, дайте мне знать. Поставьте лайк и прокомментируйте. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подпишитесь. Это такая черная кнопка внизу. Такая черная, как мрак пещеры Содома.